Рано или поздно перед каждым актером встает вопрос о собственном продвижении. Для этого актеру нужно иметь набор презентационных материалов. И одним из таких материалов является актерская видеовизитка. Ее очень часто просят присылать на предварительные кастинги. Но при съемке видеовизитки появляется множество вопросов. Как часто надо ее делать? Что нужно указывать в визитке актера? Как и где снимать видеовизитку? С вами Юрий Цветаев и канал блог студии Хромакей. Ну что, давайте разбираться с актерской видеовизиткой. А спонсором данного ролика, как это ни удивительно, является блог студии Хромакей, доступная студия по привлекательной цене. В современном мире актер должен себя продавать, и чем лучше сделаны его презентационные материалы, такие как актерское портфолио, видеовизитка, самопробы и шоурил, тем больше актер показывает свою заинтересованность в работе, более серьезное отношение к кастинг-директору или любому другому своему заказчику. Кстати, если вам интересна тема актерских портфолио, самопроб и шоурилов, то ссылочки на ролики будут в описании. У нас в студии часто записывают актерские видеовизитки, но каждый раз возникал вопрос, как это делать правильно, что указывать, о чем рассказывать. Как любой рекламный материал, видеовизитка должна привлекать внимание, но как это сделать правильно? Когда единичные заказы на видеовизитки превратились в поток, было решено разобраться с этим вопросом и расставить все по своим местам. Мы в студии Хромакей проанализировали интервью и рекомендации от ведущих агентств и кастинг-директоров. В результате исследования получилось выявить требования и пожелания к видеовизиткам от тех, для кого, собственно, они и предназначаются, тех, кто ежедневно ведет отбор актеров на основе видеовизиток. Всю информацию мы собрали в 11 правил актерской видеовизитки. Но прежде чем их озвучить, давайте немного отступим и задумаемся, а для чего вообще используется видеовизитка. Возможно, она вам и не нужна, и это только неразумное вложение денег. Представьте себе кастинг-директора. Его рабочий день — это постоянный поиск и согласование актеров с режиссером, продюсером и другими участниками творческого процесса. Его задача — это поиск актеров, которые будут хорошо смотреться в кадре. Фото, даже очень хорошо сделанные, не дают полного представления о пластике актера, о том, как актер выглядит в движении. Получить более полное представление об актере без вызова на очный кастинг и позволяет видеовизитка. Этот инструмент значительно экономит время как кастинг-директора, так и актера, поскольку не надо тратить минимум 3 часа на поездку в офис актерского агентства. 3 часа — это относительно поездок по Москве, Петербургу или другим крупным городам. Тем более, если актер живет в пригороде или вообще в другом городе. Таким образом, видеовизитка значительно упрощает жизнь всем и помогает кастинг-директору увидеть актера в движении и понять без очного кастинга, например, какой у него голос. А актеру позволяет успеть подать заявки на большее количество проектов. Возвращаемся к нашему исследованию и правилам. По результатам анализа данных интервью и рекомендаций важным фактором видеовизитки обозначается энергетика актера. Само понятие энергетики актера очень расплывчатое, но если попытаться обобщить, что вкладывается в это понятие, то это понимание кастинг-директором, насколько актер подходит для роли по своей естественной психофизике, чтобы роль и актер были как можно ближе друг к другу. Это связано с тем, что современное кинопроизводство очень быстрое и не предполагает длительного вживания в роль. Отсюда первое правило видеовизитки. Наигрыш и отсутствие естественного поведения не приветствуются в видеовизитке. Актер должен предстать как основа для роли, на которую и будет, так сказать, надет конкретный персонаж. Поэтому играть в видеовизитке не нужно. Нужно быть самим собой. Поскольку большая часть видеопродукции делается именно под горизонтальные экраны, второе правило гласит: видеовизитка должна быть снята только горизонтальной. Ее можно снять и на смартфон, но только в горизонтальной ориентации. Поверните смартфон. Но лучше всего, конечно, снимать на нормальную видеокамеру. Третье правило относится к изображению в самой видеовизитке. Основное требование к изображению видеовизитки —
это хорошо освещенное лицо. Если снять видеовизитку в студии, то можно с помощью света добавить объемности лицу и поиграть с ракурсами. Но также вполне возможно и снять дома, просто на телефон, используя свет от окна. Четвертое правило, скорее для женщин. Следует обратить внимание на макияж. Накрашенные ресницы и тон — это все, что вам нужно для видеовизитки. Кастинг-директор и режиссер сами дорисуют в воображении необходимые элементы на вашем лице. Если у вас длинные волосы, то их лучше собрать в хвост. Так будет понятна длина волос и хорошо виден овал лица. Пятое правило. Одежда не должна отвлекать внимание от лица актера. Лучший вариант — это однотонная футболка, белая, черная или серая, без принтов. Яркий принт, согласитесь, немного отвлекает. Одежда должна показывать шею и не скрывать фигуру актера. Видеовизитка, снятая в студии, показывает более серьезное отношение актера к своим промо-материалам, ну и работе в целом. Шестое музыкальное правило. Музыка отвлекает от голоса актера, и использовать музыкальное сопровождение нужно крайне осторожно. Лучше не использовать музыку совсем. Отдельно хочется упомянуть, что ничто так не портит видео, как плохой звук. Используйте петличные микрофоны. Это самый доступный вариант получения качественного звука в вашей видеовизитке. Седьмое правило. Правило фона. Записывать видеовизитку нужно на нейтральном фоне, чтобы ничто не отвлекало от актера. Кастинг-директору не нужно знать, что вы ели на завтрак и какого цвета у вас рубашки в шкафу. Все внимание должно быть только на актере. На актере. Визитка, снятая в студии, позволяет актеру не отвлекаться на технические аспекты съемки, такие как фон, а также полностью раскрыть свой характер и эмоциональность. Восьмое правило. Используйте сценарий. О чем говорить, конечно, актер решает сам, но можно выделить несколько тематических блоков, как и в любой работе. Это вступление, основная часть и завершение, как это ни странно. Во вступлении чаще всего просят указывать фамилию, имя, игровой возраст, плюс-минус 10 лет кастинг-директор и режиссер прибавят сами, указывайте примерный возраст. Рост, вес, размер одежды, где учился актер. Возможно, опыт работы и специальные навыки, например, владение иностранными языками или управление какой-то спецтехникой. В основной части следует рассказ о себе. Рассказать можно все, что угодно. Как говорилось выше, важна не сама информация, а подача. В качестве замены рассказа возможно записать интервью. Если вопросы актер слышит впервые, то интервью лучше раскроет характер и эмоциональность актера. Естественные реакции и есть желаемый результат, пусть даже вопрос вызовет ступор. В завершении визитки дайте понять, что она заканчивается. Попрощайтесь и выразите желание дальнейшего сотрудничества. На этом со сценарием видеовизитки все. Идем дальше. Девятое правило. Правило монтажа видеовизитки. Однозначно сказать нельзя, насколько визитка должна изобиловать монтажом и сменой кадров. Это зависит от вкуса кастинг-директора. Кто-то любит смонтированные визитки, кто-то любит визитки совсем без монтажа. Единственное, что не нужно делать, то это монтаж с трясущихся рук. Согласитесь, так смотреть намного приятнее. Десятое. Правило продолжительности. Видеовизитка желательно до 4 минут. Если 2 минуты, хорошо, 3 неплохо. Те, кто будут смотреть видеовизитку, не располагают большим запасом времени. Дальше 4 минут они, скорее всего, просто не могут себе позволить смотреть и выключат ролик. 11 правило чистоты. Не чистоты, а частоты. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Поэтому видеовизитку нужно периодически обновлять. Как часто это надо делать? На этот счет нет единого мнения. Но если обобщить, то делать видеовизитку нужно не реже 1 раза в год, лучше каждые 6 месяцев.
или при смене имиджа актера, например, прически или нанесение татуировки в заметных местах. Давайте подытожим все вышесказанное. Актерская видеовизитка — это часть материалов актера, способствующих его продвижению и упрощающих работу кастинг-директоров. Делайте ее с наименьшим количеством украшательств. Главное — это актер и его естественное состояние. Не забывайте о звуке. Чисто записанный голос улучшает восприятие видео актера. Напоминаю, что в блог-студии Хромакей вы можете записать качественную актерскую видеовизитку по доступной цене. Если у вас остались вопросы или, на ваш взгляд, что-то не было раскрыто в этом ролике, то оставляйте комментарии под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Юрий Цветаев из блог-студии Хромакей. На этом пока и до встречи!